Я часто видел в интернете вопрос, что сколько зарабатывают айтишники на самом деле, сколько зарабатывают программисты. Кто-то приходит мне и говорит: слушай, я видел на IT-бороде, какой-то парень рассказывал, что он там 7 тысяч зарабатывает. Кто-то говорит там 6 тысяч, кто-то 5 тысяч, неважно. Ходят слухи, что в IT зарабатывают много денег, что если закончить курсы какие-нибудь, то сразу косарь, вот сразу. Ты заканчиваешь курсы DevOps, курсы по искусственному интеллекту, Data Science, и сразу улетаешь в космос. Все хотят себе дать $1200. Так вот, давайте немножко обсудим, кто и сколько где на самом деле зарабатывает. Во-первых, очень сильно зависит, ну раньше, по крайней мере, зависело от того, где вы находитесь. То есть в Минске зарплаты были больше, чем в остальном СНГ. То есть в Украине чуть меньше, в России, в Москве там, и так далее сильно меньше. Так вот, почему? Потому что, ну, на самом деле все сильно зависит от того, чьи бабки, да, кто платит. Платят американцы, платят австралийцы больше всего, да, то есть они больше всего покупают IT-услуг и максимально дорого. То есть условно подписка в мобильном приложении за 9-20 там долларов их устраивает, а вы тут $2 на Яндекс.Музыку жалеете. Так вот, кто платит? Поэтому в России зарплаты меньше. Есть отдельный китайский рынок, где тоже своеобразные зарплаты. То есть на самом деле в Китае программисты могут зарабатывать $90 тысяч, $100 тысяч, $150 тысяч в год. Да, и налоги там 20-30%. То есть мы еще смотрим на налоги. Так вот, это китайцы, айтишники китайцы. Что же у нас на самом деле? На самом деле, если вы начинаете карьеру, то зарплата может быть любой. То есть кто-то может работать за еду, кто-то может работать за спасибо, кто-то может ходить на онлайн-курсы и какие-то курсы. Ну, кто-то может доплачивать за то, чтобы поработать. Поэтому какого-то дна или потолка или старта нету на самом деле. Что же есть? На самом деле, если говорить про стажировки, то на стажировках хорошо, если вы получите там $100, $200 за месяц. Постажировались, молодцы. Но между стажировкой и работой есть большая разница. То есть, если вы идете на курсы, чтобы потом пойти еще куда-то, чтобы потом пойти еще куда-то, чтобы потом пойти работать, не проще ли сразу пойти работать? Как и сколько можно попросить денег для первой работы? Все достаточно просто. Нормальный старт, на мой взгляд, если вы до этого никак не увлекались IT, или вот вы свичнулись, только закончили курсы, вот просто никак, ничего никогда не думали, не программировали, и вот просто 3 месяца курсы у вас прошли, там 4, ну пускай полгода. Вот $300 это нормальная зарплата, вот прям $200. Это уже очень даже хорошо. Если вы студент, учитесь, только закончили, опять же, $200-300 нормальная зарплата. Поверьте мне, если компания нормальная, в которой вы устроились, и вы стоите дороже, то после там 3-4 месяцев работы вам повысят зарплату и будете зарабатывать уже хорошие деньги, там $600, $700, $800. Это тоже нормально. Если у вас был опыт работа и участие в стартапах, вы там пока учились, там где-то подрабатывали, где-то что-то подфриланшивали и так далее, и так далее, и так далее. Были какие-то проекты, но не коммерческие. И у вас есть набитый опыт, но вы его никогда не продавали за деньги, вы не знаете, сколько он стоит. Тогда в среднем можете попросить $700. 700-800, и вас где-то опустят на землю, и вы получите свои $500, и это тоже норм. Если вы живете в большом городе, конечно, денег надо просить больше. Ну, по крайней мере, там, снять жилье, работать, ходить, кушать. Это стоит дороже, чем где-то за городом. Но сейчас коронавирус, и поэтому даже если вы находитесь где-то и работаете удаленно, все равно просите больше денег, ну, те же $700. Кто может попросить косарь? Ну, у джуна потолок будет косарь 200. Вот это супер потолок. То есть в этом диапазоне от минус там $200 до $1200 вы можете попробовать заработать. И это нормально. Сколько может зарабатывать middle? Есть такая проблема, что не вы оцениваете, кто вы, middle или junior или senior. Оценивает вас работодатель. То есть для этого надо походить по компаниям и поспрашивать, а я middle или не middle? Я там senior или jun?
Да? То есть для одной компании ваших навыков может не хватить, чтобы быть мидлом. Но для другой, например, не такой большой, как Яндекс или Mail.ru, вы можете быть уже достаточно бородатым мидлом. И вам могут платить условно $1500, там, $2500. Я думаю, что для мидла это вот нормальная вилка на сегодняшний день. Почему такая разбежка в целый косарь долларов? Да все очень просто, мидлы тоже разные бывают. Есть человек, который просто решает задачи, просто вот как робот. Вот в него кидаешь задачу, он хоп-хоп-хоп и решил. Ему интересно, то есть человек реально горит этим. Для него работа не просто работа, что он пришел, отсидел свои там часы и пошел. Или отсидел свои часы и еще полдня пил кофе, общался с ребятами, или вообще удаленно просто пошел в качалку в середине рабочего дня и позакрывал задачи, свободное там от работы время. Вот он хорошо, если будет зарабатывать 2000, там, 1500. И это нормально. Но он не сильно втягивается в проект, не сильно вовлекается. И есть другой человек, которому интересно это все. Интересно пробовать задачи, интересно пойти почитать статьи. Для него IT это больше немножко, чем просто решать вот какой-то минимум. Он решает минимум и плюс еще сам увлеченно работает. Для такого человека 2500 это нормально. У него очень большой кругозор. То есть по сравнению с первым, у второго человека кругозор больше, он больше может попробовать, он больше может предлагать, и его реально в команде и компании будут оценивать больше. Если у него еще есть софт-скиллы, и с ним приятно пойти попить кофе и просто пообщаться там на перекурах, то гарантированно он может зарабатывать 2500. Попросит ли он эти деньги? Это его тоже вопрос. То есть еще за деньги надо предъявлять. Про них можно нормально общаться. То есть, когда мы зарабатываем 1500 и становимся мидлами, мы можем пойти и поговорить, мол, я хотел бы на самом деле 2000 зарабатывать, но я пока стесняюсь. Можно так и говорить, что вы стесняетесь, вы себя еще пока так не оцениваете. Но хотите в этой компании зарабатывать больше денег, и что эта компания может вам помочь, и как, что, куда идти, и кому, когда идти общаться. И это нормально. Сколько может зарабатывать сеньор? Вот, это тоже хороший вопрос. К нам на собеседование приходят разные сеньоры-помидоры, и одни говорят 3000 или там тоже 2500, а кто-то говорит 5000, а кто-то просит 7 или 6. Вот, то есть от 3500 или там от 2500 до 7000 может зарабатывать сеньор гипотетически. Но в реальности в Беларуси 4500, 5000 это вот прям уже ой-ой-ой. То есть, скорее всего, от 2500 до 4500 тысяч долларов может зарабатывать. Кто такой сеньор, который зарабатывает 2500 тысяч долларов? Это человек, который просто много лет фигачил задачи, наверное, как из первой категории. Не очень увлеченно. Для него работа это работа. Для него семья важнее, что-то важнее. Да? Хобби, работа, свободное время, какой-то нормированный график. Человек просто хорошо делал какое-то продолжительное количество времени свои задачи. Сильно в ширину, в высоту никуда не развивался. Он просто вот как пришел мидлом, но просто поработал очень много и просто уже научился эти задачи решать быстрее. Все. Вот он просто сеньор по выдержке лет. Но в среднем его оценивают как middle plus. Вот их обычно называют middle plus. Не сеньор, но middle plus, но его можем и назвать и сеньором. Вот 2500 он может зарабатывать. Как зарабатывать больше денег? На самом деле вовлекаться. То есть тут уже играет роль, общаетесь ли вы в сообществе, есть ли у вас друзья айтишники, обмениваетесь ли вы с ними опытом, насколько широкий ваш кругозор, в скольких проектах вы участвовали. То есть если вы на одном проекте и решали одни и те же задачи там 3 года, просто одни и те же, не разный спектр задач, у вас должности не менялись, а просто вы отсидели, то 3-500 тоже нормальные деньги. Но если у вас большой опыт, вы попробовали разные проекты, пускай вы работали на одном проекте, но параллельно у вас были там свои стартапы, про которые тоже можно говорить. Я параллельно делал стартап. Нормально, я учился на нем. Это звучит, как я учился на каком-то еще проекте. У вас есть интерес, там, например, мобильные приложения, веб-сокеты, там, сайты, адаптивность. То есть это уже достаточно широкий кругозор должен быть. Тогда человек может решать задачу не просто как кубик, да, то есть вот есть шаблон, статья на Хабре, и я по ней вот что-то делаю.
А я могу сам придумать много вариантов и предполагать, так, я бы взял такой кубик, вот такой кубик, прикрутил бы такой сервис, тут есть такая пишка дешевая, тут я знаю, вот эти ребята делают таким образом, а вот эти вот таким. Широкий кругозор. Тогда 4500. Потому что человек может предлагать решение. Именно предлагать. Не получать от вас задачу и, мол, типа делай. А он приходит и говорит, вообще задача неправильная. Я бы решил вообще, вот проект по-другому бы сделал, было бы проще, быстрее, дешевле. Я видел, я знаю. Вот за этот опыт готовы платить больше денег. И до 4500 вполне можно. Как зарабатывать больше денег? Вот мы дошли до 4500, мы уже сеньоры-помидоры. Как взять 5000, 5500, 6000? Это тоже вопрос. На самом деле в СНГ просто разработчику за $6000, ну, готовы платить некоторые компании. То есть, например, можно пойти в гэмблинг. Что такое гэмблинг? Это ставки на спорт, 1xbet, казино. Почему там готовы платить больше? Да просто потому, что никто не хочет связываться, ну, в большинстве своем, аморально, не по-христиански, ну, воруем деньги у клиентов. Вот, но там в среднем на косарь готовы накинуть. То есть, если вы просто сеньор, который 3000 стоит, да, на рынке, то для гемблинга 4, да. Если вы просто хороший парень за 4500, который большой кругозор, для гемблинга вы 5500. Если вы работаете мидлом за 2000, в гемблинге 3000, да, то есть вот она механика. Идите делать казино и бум, плюс $1000. Но на самом деле, если вы хотите работать в хорошей компании за эти деньги, у вас должна быть уже какая-то обязанность в СНГ. Да? То есть мы говорим про СНГшный рынок. Какие такие обязанности? На самом деле тимлидить надо, менторить, обучать джунов, мидлов и раздавать задачи, планировать работу, объем работы с менеджерами, проект-менеджерами, где-то в кулуарах обсуждать куда чего, нанимать сотрудников, увольнять сотрудников, участвовать в этих процессах для того, чтобы помогать компании. Это больше работы. И плюс еще решать где-то сложные или средние задачи, либо как-то прорабатывать сложные задачи, чтобы менее скилловые ребята могли их тоже решить. Да? То есть это задача на уже грумить, работать с процессами и брать больше ответственности за более большой кусок. То есть, грубо говоря, я в тебя кидаю проект и говорю, друг, в этом проекте надо сделать там всю систему биллинга. И ты такой, окей, все, там дальше никто ничего не расписывает, и вы уже дальше сами ходите, собираете информацию, общаетесь, и где-то пишете код. И вот это уже стоит $5000-$6000, где-то здесь. Чтобы зарабатывать 7000 и более в СНГ, это уже немножко другой уровень. На IT-бороде, возможно, кто-то врет, возможно, нет, никто не знает, про это ходят легенды. Но чтобы зарабатывать больше 6000, как минимум надо участвовать и мочь что-то предложить. То есть, грубо говоря, вы приходите и говорите, ребята, на этом вы не заработаете. Вообще, давайте возьмем вот так, пойдем вот пообщаемся с этими ребятами, вообще у меня есть друзья и так далее, и так далее. Ваши социальные связи и сети работают. Потому что, реально просто кодер за 7000, серьезно, за 8, не на аутсорсе, не на американского заказчика, а вот просто вот так в СНГ, просто в компании. Серьезно, вы в это верите? Так вот, волшебства не бывает. Да, бывает только кругозор, связи, ответственность и так далее, и так далее. Как в политике, да? Мы же нормально относимся, что у политика там яхта, дом, аквадискотека, да? То есть это же как-то нормально воспринимается. Почему? Потому что наворовал. А как он смог наворовать? А кто-то спасибо сказал, да? А за что спасибо сказали? А вот за связи, вот там пошел, нашептал, бумажку положил. Так же и здесь, да? То есть если в IT вы думаете, такого нет, все то же самое. Кто-то кого-то чего-то знает, где-то что-то можно договориться и что-то кого-то продать и вообще привлечь, например, пару миллионов долларов в компанию. Вот. Это уже может стоить и 10, и 12, и 15 тысяч долларов в месяц. Какого-то потолка реального в СНГ нету. Это все реальные фантазии, влажные мечты. Но, опять же, заводите связи, знакомьтесь, общайтесь, предъявляйте, пробуйте сделать свой проект.
и тогда вы сможете повысить свой уровень. И на этом я бы сказал все, но я хочу добавить. В Америке, да, вот часто говорят, что в Америке там зарабатывают 200 тысяч долларов, 300 тысяч долларов и так далее, и так далее, и так далее. Вы думаете, там тоже просто так, вот ты пришел и начал зарабатывать? Ну, средняя зарплата у айтишника, который там с колледжа, ну там 100 тысяч долларов, 120 тысяч долларов. Вам надо штат менять, да, в каком-то штате платят больше, например, в Калифорнии могут платить больше, чем там, например, в Денвере. И так далее. То есть надо еще перемещаться по локациям. А вы хотите сидеть вот в России и зарабатывать американскую зарплату. А с чего бы вдруг? Думаете, на Upwork пойдете, будете на Upwork неплохо зарабатывать. Там часто же слышно на разных каналах, что я там на фрилансе зарабатываю вот прилично. Вот прям на фрилансе там 1007, 8, 9 и так далее. Опять же, можно, да? Лучше всего, если вы поехали в Америку, обжились, узнали что, куда, как, сходили туда-сюда на собеседование, разнакомились, завели связи, получили контракт и со временем такие, ну, блин, там что-то по коронавирус, политическая ситуация, и потом переехали. Да? То есть изначально все равно надо заводить связи, то есть вам должно быть доверие, с чего бы вам вдруг платили бы 200 тысяч долларов, а вы бы тут в России вот платили бы там 3, 4, 5% налогов, и потом сидели такие, класс, 200 тысяч долларов, тупые американцы. Так не работает. И в Калифорнии они тоже на самом деле не так себе шикуют. Ну, то есть где-то кто-то шикует, конечно же, как и в России. Я говорю, что есть ребята, которые 7 и 12 тысяч долларов зарабатывают просто на одной зарплате, на одном проекте. А многие, которые говорят, я зарабатываю там 8, 15, 20 тысяч долларов, они работают на нескольких проектах. Ну, скажем, вы возьмете 5 проектов по 3 тысячи долларов, и вот вам 15 тысяч долларов. Но 5 проектов, братишка, 5 проектов. 5 проектов на full time, ну, возможно, где-то у тебя не будет времени, и надо нанимать уже сотрудников и строить компанию, и туда-сюда, а там уже платить сотрудников, там большие налоги, и где-то это даже невыгодно. То есть, поэтому, если хочешь ехать и зарабатывать деньги в Америке, месяц там 200 тысяч долларов, едь, думай, просто как-то вот возьми туристическую визу, съезди, походи по собесам, всем рассказывай, что, конечно же, у тебя есть права для работы в Америке, но, к сожалению, не закончились. Вот, к сожалению, там надо уехать, ну, я готов поработать удаленно, туда-сюда. Как всегда есть вариант, да, но можно познакомиться, сходить на тусовки айтишные, и походить по стартап-хабам, и так или иначе завести связи и найти нормальную работу. Но для этого надо планировать карьеру. А чтобы планировать карьеру, это движение, это ответственность. Да, нет такого, что просто кто-то будет платить вам большие деньги, потому что вы такой молодец. Вы больше работы делаете. Вас можно кинуть целый проект, ну сказать, вот сделайте мне, короче, Amazon, как Amazon, только другой, так, чтобы Павел Дуров вот пришел и сказал, блин, безопасно, все зашифровано, все очень здорово. И вы берете и делаете, и он реально работает. Ну тогда у вас зарплата будет, ну, миллионы долларов. Просто вот потому, что вы можете взять это, сделать, нанять каких-то правильных людей и все это запустить. А для этого нужно соображать неплохо, нужно иметь большой кругозор и связи. И брать много ответственности, не бояться ее взять. Если вы не будете это двигаться вот, от джунства до сеньорства и от этих больших связей ответственности, то ничего не получится. А чтобы двигаться, надо что-то делать. А чтобы что-то делать, надо начинать. И вообще IT это большая-большая проблема. Я поэтому и говорю, что есть много гораздо более простой работы, и есть смысл не работать в IT, чтобы не ввязываться в это длинное приключение. Смотрите, я включаю ТНТ, там какой-нибудь Гарик Харламов, Батрудинов бегают такие, хо-хо, братишка, стендап-комики, какие-то ребята пришли, там непонятно откуда вылезли, рассказывают историю, что они непонятно откуда вылезли, я смотрю такой, блин, ну а какие неуспешные. Вот. Ребята, которые танцы танцуют, ну блин, ну просто танцы по телеку крутят. Вот меня по телеку не крутят, моего друга не крутят, вот моего директора не крутят. Они вроде бы там как-то что-то стараются, что-то работают, но на больших машинах не ездят, что-то у них нету Lamborghini там и так далее. А вот у Влада бумаги есть вроде бы. Что за фигня? Вот поэтому я говорю, не работайте в IT, найдите другую нормальную работу. Даже, думаю, ребята в магазинах неплохо зарабатывают, но печеньки там раскладывают. То есть много вариантов, но почему-то мы ими не пользуемся. И на этом у меня все.
хватит работать в IT, хватит гуглить, сколько там айтишники зарабатывают. Возьмите, просто посмотрите, сколько вы зарабатываете. Должно вас интересовать, почему я так мало зарабатываю, то я хочу зарабатывать больше. И это самый главный вопрос. Айтишники, не айтишники, неважно. На этом у меня все. Не работайте в IT. Всем пока.